Это вторая часть нашего выпуска о самых тревожных и загадочных картинах в истории искусства. Если вы еще не видели первую часть, обязательно посмотрите ее на канале, там мы говорили о художниках, чьи работы до сих пор вызывают страх, споры и бесконечные интерпретации. А сегодня мы продолжаем. В этой части вас ждут еще более странные, мрачные и психологически сложные произведения. Картины, которые пугают не монстрами, а атмосферой, символами и скрытыми смыслами. Некоторые из этих художников опередили свое время, а их работы до сих пор вызывают ощущение тревоги и мистики. Давайте разберемся, что именно делает эти картины такими пугающими. Не менее тревожным выглядит и мир Питера Брейгеля-старшего. Его картина «Безумная Гретта» нередко попадает в списки самых пугающих произведений европейского искусства. В основе сюжета лежит фламандская пословица о воинственной Маргарите, та самая Гретта, которая способна разграбить ад и побить самого дьявола. У Брейгеля эта героиня превращается в массивную женщину в нелепых доспехах, которая с маниакальной решимостью тащит мешки с добычей навстречу хаосу. Вокруг демонические существа, пожары и разрушения. Картина была создана в середине XVI века, в период напряженности в Нидерландах, на фоне конфликта с Испанией и религиозных столкновений. Сам художник родился предположительно около 1525 года. Много путешествовал, в том числе бывал в Италии, а позже обосновался в Брюсселе. Он известен своими многофигурными композициями, сценами крестьянской жизни и аллегорическими произведениями, в которых соединял народный фольклор, сатиру и глубокие размышления о человеческой природе. В «Безумной Грете» исследователи нередко видят отражение тревожной атмосферы эпохи. Мир, где жадность, страх и безумие затмевают разум. И Мунк, и Брейгель, жившие в разные века, по-своему показывали хрупкость человека перед лицом хаоса, будь то личная трагедия или историческая катастрофа. Даже иллюстрации к добрым сказкам порой способны поселиться в детских кошмарах. Многие художники в начале пути брались за книжные заказы, не только ради вдохновения, но и ради заработка. Среди них был и Иван Билибин. Билибин родился в 1876 году, учился в Императорской академии художеств в Петербурге и входил в объединение «Мир искусства». Его стиль быстро стал узнаваемым: четкий контур, декоративность, внимание к орнаменту и деталям древнерусского быта. Работая над оформлением народных сказок, он серьезно изучал этнографию, ездил по северным губерниям, собирал образцы деревянного зодчества и костюма. Его иллюстрации к Василисе Прекрасной и другим сказкам во многом сформировали визуальный канон русского фольклора. Образ Бабы-Яги в его исполнении – сухая, костлявая, с пронизывающим взглядом и зловещей избушкой на курьих ножках – получился не сказочно комичным, а по-настоящему тревожным. Интересно, что художник создавал эти работы задолго до того, как фольклористика начала активно исследовать древние, зачастую мрачные корни сказочных персонажей. Художественное чутье позволило ему почувствовать архетипическую, почти ритуальную природу этого образа. После революции Билибин жил за границей, в Египте и во Франции, оформлял спектакли и продолжал иллюстрировать книги. В 1936 году он вернулся в СССР. Его жизнь трагически оборвалась в блокадном Ленинграде в 1942 году. Совсем иной, но не менее напряженный мир создавал Уильям Блейк, английский поэт, художник и гравер конца XVIII – начала XIX века. При жизни его считали чудаком. Он утверждал, что с детства видел видения и общался с ангелами. Эти мистические переживания напрямую отражались в его искусстве и поэзии. Блейк разработал собственную технику иллюминированной печати, совмещая текст и изображение в едином художественном пространстве. Одной из поздних работ стала иллюстрация «Граф Уголина», созданная незадолго до смерти художника в 1827 году. Сюжет основан на эпизоде божественной комедии Данте Алигьери. История графа Уголина Делла Герардеско, реального исторического лица,
рассказывает о предательстве и мучительной гибели. Его вместе с сыновьями замуровали в башне, обрекая на голодную смерть. В тексте Данте звучат намеки на каннибализм, однако современные исследования не подтвердили эту версию. В интерпретации Блейка сцена превращается в трагедию отчаяния. Истощенные фигуры, сжатые в замкнутом пространстве, передают не столько физическую муку, сколько предельное психологическое напряжение. И Билибин, и Блейк работали с мифом, народным или литературным, но оба умели увидеть в знакомых сюжетах темную сторону, которая тревожит зрителя и спустя столетия. Питер Пауль Рубенс с поразительной подробностью и почти шокирующим для раннего барокко натурализмом изобразил евангельский сюжет казни Иоанна Крестителя. Согласно библейскому преданию, Саломея, падчерица иудейского правителя Ирода, исполнила перед царем и его гостями танец, который настолько поразил присутствующих, что Ирод поклялся исполнить любое ее желание. По наущению своей матери Иродиады, женщины мстительной и честолюбивой, девушка попросила в награду голову Иоанна Крестителя. Хотя царь, по преданию, испытывал внутренние сомнения и сожаления, он не решился нарушить клятву и приказал казнить пророка. На полотне Рубенс показывает сцену с жесткой откровенностью. Из безжизненного тела бьют струи крови, рука Иродиады тянется к приоткрытому рту мертвого пророка, словно продолжая мстить ему даже после смерти. Мальчик, держащий поднос с головой, выглядит испуганным и растерянным, тогда как Саломея сохраняет холодное, почти безразличное выражение лица. Питер Пауль Рубенс был одним из главных мастеров фламандского барокко и придворным художником испанских Нидерландов. Он не только писал картины, но и выполнял дипломатические поручения для европейских монархов, благодаря чему поддерживал связи с королевскими дворами. Рубенс получил блестящее гуманитарное образование, свободно владел несколькими языками и в течение 8 лет работал в Италии, где изучал наследие Тициана, Микеланджело и Караваджо. Эти впечатления во многом сформировали его динамичный стиль, насыщенный движением, драматизмом и яркой чувственностью, который впоследствии оказал огромное влияние на европейскую живопись XVII века. Джованни Брагалин. «Плачущий мальчик», 1950-е годы. Точная дата создания этой картины неизвестна. Само изображение, получившее огромную популярность благодаря массовым репродукциям, на первый взгляд не кажется чем-то зловещим. На полотне всего лишь плачущий ребенок. Причина его слез остается неясной. Возможно, он устал, испугался или просто расстроен. Однако вокруг этой работы со временем возникла необычная и довольно курьезная легенда. В 1980-е годы британская газета The Sun опубликовала интервью с пожарным, который утверждал, что репродукции плачущего мальчика нередко находят уцелевшими среди руин после пожаров. История быстро приобрела сенсационный характер. Читатели начали присылать в редакцию собственные рассказы о похожих случаях, а иногда даже отправляли сами картины. В какой-то момент журналисты решили положить конец этой шумихе. Собрав многочисленные присланные изображения, сотрудники газеты вывезли их за город и сожгли. По воспоминаниям, главный редактор предлагал устроить демонстративную акцию прямо на крыше редакции, однако пожарные сочли идею слишком суеверной и отказались участвовать. Несмотря на это, репутация проклятого изображения закрепилась за картиной на десятилетия и время от времени всплывает в популярных историях о мистике. Существует и другая легенда, будто бы ребенком-моделью был сын художника, который панически боялся огня. Однако подтверждение этой версии не найдено, и исследователи считают ее поздним мифом. Джованни Брагалин – это псевдоним художника Бруно Амадио, итальянского живописца XX века. После Второй мировой войны он жил и работал в Испании, создавая преимущественно сентиментальные портреты детей, предназначенные для массового тиражирования в виде репродукций. Серия картин с плачущими детьми стала чрезвычайно популярной в Европе в 1950-1960-е годы и разошлась миллионами копий. Иногда авторство отдельных вариантов плачущего мальчика приписывают и другим художникам, например, британской живописице Анне Зинкайзен. В результате исследователи насчитывают несколько разных версий картины
и установить, какая именно из них могла стать источником знаменитой пожарной легенды, практически невозможно. Алгоритмы любят лайки и подписки. Независимые проекты держатся на поддержке зрителей. Спасибо всем, кто уже стал спонсором.